Поступила в ремонт очередная бензопила «Штиль 180». Особенностью данной бензопилы оказалось то обстоятельство, что когда дергаешь за стартер, то появляется сильный посторонний шум. Давайте разбираться вместе, в чем здесь дело. Сегодня для разнообразия поступил на диагностику «Штиль 180». Значит, что у нас здесь? Август 2019 года выпуск. Я здесь его немного уже подразобрал. Значит, посмотрите. Видите? Вот. Видите, какой мелкий опилок, да? Это значит, работали тупой цепью. И опилок идет очень-очень мелкий. А из этого следует, что вот этот фильтр штатный, его держать толком не будет. Потому что он предназначен все-таки для крупного опилка, а не такого вот меленького. То есть цепь была тупая, но ей тупо работали. Ну и естественно она перегружалась при этом. Далее, ну вот здесь, посмотрите, какая чернота. Это о чем говорит? Что люди работают на отработке. Вот как только поступает такая вот пила ко мне в ремонт, да, я сразу вижу, как люди относятся к своей бензопиле. То есть относятся очень плохо. Совершенно не думают, что делают и как делают. Ну, отсюда вот и получаются такие вот неприятности. То есть небрежная эксплуатация, соответственно, что вот она отработала. Ну, август 2019 года, что получается у нас? 1,5 года отработала, и то это год выпуска, а когда они ее купили, неизвестно. Но здесь вроде как бы по пластику видно, что работали, но не так уж, чтобы очень много. И тем не менее, она пришла в ремонт. И вот послушайте. Так, зажигание выключено. Слышите, какой шум? Вот что у нее может быть? Значит, посмотрел я здесь. С этой стороны цилиндр у нас вроде как сносный. А вот там внутри какие-то задиры. Ну что, будем разбирать дальше. Другого-то пути нет. И смотреть все же, что у нас с ней. Для начала давайте снимем стартер. Так, стартер сняли. И вот вращаю. Что-то или подшипник разбит, или задиры, может быть, с этой стороны поршня. Поэтому сейчас снимем карбюратор. И что-то, может быть, немного прояснится. С этой стороны посмотрим, что у нас там. Просто когда стартером дергаешь, ну шум он и шум, а где не совсем понятно. Из-за чего он там? Так, посмотрим-ка. Нет. Люфта нет. По подшипникам. Нет, люфта нет. Люфта двигателя тоже нет. Так что будем все-таки смотреть, что у нас здесь.
Высвобождаем. Далее высвобождаем. Высвобождаем. Здесь сейчас пережмем топливопровод. Так. И тоже освобождаем. Вот так вот. Сюда. Болтик небольшенький. И все, можно снимать карбюратор. Вот, видите? Вот даже с этой стороны, видите, опилок со стороны цилиндра меленький. То есть фильтр не держал его как таковой. И туда. Вот. Там, не знаю, видно, нет. Но тоже там опилочек внутри меленький. С этой стороны я не вижу больших задиров. Ну, может, просто не просматривается. Какие-то есть задиры вот по этой стороне. Но насколько они большие? Компрессия это у нас не очень. 4,8. Маловато, конечно. Это уже пила при этой компрессии должна работать неустойчиво. Ну что ж. Надо принимать решение. Но решение здесь, что ж, однозначное. Надо разбирать двигатель. Сейчас почищу все это дело компрессором немного, потому что невозможно работать в такой грязи. И будем разбирать дальше. Прежде чем ее чистить, я вам хочу показать. Посмотрите, вот здесь вот, видите, поршневая-то совсем чистенькая. Тут даже грязи на ней нет, как таковой. То есть в работе была, ну, совсем мало. Совсем мало. Почистил компрессором. Ну, чтобы хотя бы можно было работать с ней как-то дальше. Далее, сейчас я буду снимать двигатель и разбирать его. Вот, смысла показывать всю эту процедуру я не вижу, поскольку у меня в видео это уже показано и неоднократно. Снял я маховик. И вот смотрите. Такое ощущение, что поршневая уже менялась. И менялась не очень аккуратно, да? Но с другой стороны, я смотрю, сальник здесь стоит. Так, оригинальный штиль. Вот. То ли меняли, ну, маловероятно, что меняли, то ли такой вот стал уровень сборки китайской. Видите, как неаккуратно все. Такого я еще не видел на заводской сборке. Сейчас снимем двигатель, посмотрим поршневую. Скорее всего, поршневая оригинальная. Ну вот, теперь все понятно. Видите, с этой стороны столько же, очень много герметика, очень неаккуратно сделано. То есть поршневую уже меняли. На оригинальных здесь вот идет надпись, штиль, соответственно, там артикул ставится и так далее. А здесь нету ничего. Значит, по цвету она походит на оригинальную, но это не оригинальная поршневая. Видимо, менялась. Поддон оригинал, а сама поршневая нет. Будем дальше смотреть. Ну вот, теперь уже здесь видно получше. То есть вот эта вот юбка поршня с этой стороны вся иссечена. Она вся в бороздах. Они не глубокие, но их много. Уже видно как бы. Ну, по сути дела, это работа без фильтра.
То есть это чистейшей воды работать без фильтра. Дело в том, что здесь ведь юбка поршня работает как клапан. Она вот идет вот так вот и работает как клапан, да, там. Далее, если сюда попадают опилки, вот этот вот меленький, который не держится штатным фильтром, да он и другим никаким не будет держаться, вот, и не штатным также, то получается, что опилки постоянно сюда попадают, а здесь вот юбка поршня их рубит, понимаете? То есть как бы получается, что что юбка поршня работает как ножницы. Но это ж у нас не ножницы, здесь же у нас дюраль. Получается такой износ. Посмотрим, что дальше у нас с поршнем. Ну вот, вскрыл я, и что я вижу? Ну, сами видите, герметика здесь не пожалели. То есть, по сути дела, этот герметик даже, наверное, как-то затруднял работу поршневой. Хотя все же это не самое критичное. Значит, что здесь еще вижу? Вот по вот этой кромке, вот, металлический опилок. Опилки мелкие. По этой кромочке я вижу. Будем смотреть дальше, что еще у нас. Вот теперь смотрим во всей красе. Видите, вот здесь уже вот как бы образовалась выработка. И кольца у нас посечены, да, и юбка поршня посечена. Это работа, по сути дела, без воздушного фильтра. То есть, что получается у нас? Цепь тупая, опилок очень мелкий, фильтр такой опилок не держит. Значит, опилок попадает в поршневую группу, да. Здесь поршень, этот меленький опилок сечет на всасе, на входе сечет. И получается очень большая выработка, да? При этом, когда у нас цепь тупая, представляете, что получается? То есть пила орет, как бешеная на максимальных оборотах. Пилить толком не пилит, греется. То есть все это, конечно, усугубляет работу пилы, и все это накладывает очень жесткие условия. Ну что, ну кольца у нас не залегли. Нет, нормально здесь. Так. Сальник нормальный, оригинальный. Ну а что его недавно меняли-то? И этот нормальный. Тем более оригинал. То есть радиальных биений нету. Или есть совсем чуть-чуть. Так, второй. Правый. А вот вообще нету биений. А вот этот вот желательно бы нам поменять. Здесь пока его не снимешь, не будет ясно, что за подшипник стоит, какого он качества, кто изготовитель его, какой у него термодопуск. Так, здесь что? Ну, по поршню пока не вижу. Сейчас сниму его. Он очень похож на оригинальный. Да, очень похож. Ну, в общем, надо его снять. Так, сразу посмотрим у нас здесь состояние подшипников. Нет ли люфта? Вот сейчас нижний подшипник, люфта нет. По верхнему подшипнику люфта нет. Ну, к счастью, хоть так. Далее. Значит, вынул я одно стопорное кольцо. Я почему подумал, что похож. Вернее, почему я говорю похож на оригинальный? Да потому что не у поршневой не оригинальный. Здесь вот усики такие. Да? А здесь их вроде как нету. Почему нету, непонятно. Сюда заглядываю вовнутрь. Здесь маркировки нет. То есть поршень тоже дубликат. А почему такие стопора? Непонятно. То ли их обрезали, эти усики. Но если бы они обломились, тогда бы поршневую у нас попортило эти усики. Скорее всего, их просто обломили.
Видите, даже такой вот край обломили или обрезали, то есть специально, да? Вот край такой очень острый. Осталось оценить еще состояние цилиндра. Как бы больших там задиров нет. Значит, иногда бывает по боковым поверхностям не видно, да, в окна. То, что со стороны карбюратора насечка там шла, это мы уже видели. И видим по состоянию поршня. Вот. Как бы особых глубоких царапин нет. Но у нас с вами очень низкая компрессия. Я уже говорил вам, что это 4,8. То есть это на пределе, уже должна пила работать неустойчиво. То есть, несмотря на то, что вот такая вот насечка небольшая, надо будет менять поршневую группу. Значит, что иногда мне говорят, что ну что ты вот, можно поменять кольца. Вы понимаете, в чем дело? Мы сейчас поставим новые кольца, да? Толку от этого не будет. Почему? Да потому что там насечка осталась на цилиндре. И все равно мы хорошей компрессии не получим. Даже если мы поменяем поршень, новые кольца, компрессии толком мы не получим. Вот. А прирабатываться, это же у нас не чугунная гильза. Здесь просто напыление. Ну а дальше приработка начнет, ну что, ну выйдем на алюминий. И все. Вот и вся приработка. Ну и поскольку здесь стоит не оригинальная поршневая, то, наверное, надо не просто менять поршень с кольцами, а менять полностью поршневую группу. Вот такой вот у меня вывод. Далее, что? Возможно, что на все это дело наложил еще отпечаток и карбюратор. Очень часто люди покупаются на то, что подешевле делают. Значит, человек приходит и говорит, мне надо поменять поршневую. Сколько это будет стоить? Ну, называют ему там минимальную цену, да, поменять поршневую. Плюс стоимость поршневой. Поршневая может быть тоже, ну, скажем, из самого дешевого сегмента. Поменяли, да, все работает. Но часто к дефекту поршневой приводит неправильная работа карбюратора. А вот с карбюратором не разобрались. И буквально через какое-то небольшое время человек приходит с той же самой проблемой. То есть поработал там неделю-две пила и снова полетела поршневая. Вот с такими, значит, рассказами ко мне приходят довольно часто люди. Ну а сама природа этих вот таких рассказов заключается в том, что вот спросили, сколько будет заменить поршневую. Вам сказали, заменили, но причину не устранили. Как-то так вот. Пожалуй, на этом все. Поскольку у меня видео много посвященных бензопиле штиль 180, то замену поршневой я не вижу смысла выкладывать. Как, впрочем, я вот вам и не показывал разборку. Тоже чего его показывать в каждом ролике одно и то же. Можете зайти на любой другой ролик и посмотреть, как это делается. И как меняется поршневая правильно. По полной схеме. До свидания. До новых встреч. Здоровья вам и всего хорошего.